Здравствуйте, мое имя Михаил. Мы когда строили дом свой, в том числе и в частности камин, мы заказали в Керамика Декор изразцы для нашего камина. Нам понравились просто фотографии изразцовых печей в царских дворцах, которые были в нашей стране, России, Руси. Да, вот, очень там красиво были, нам захотелось то же самое. Были варианты, по-разному думали и хотели выложить это все доверху, и только нижнюю часть, но решили только вот нижнюю часть каминную. Что нам понравилось? Нам понравилось, что хотя изразцы такое дело тонкое, и, в общем-то, важно соблюдать заданные размеры, производство штучное, можно сказать, да, но, тем не менее, компания пошла нам навстречу, и мы, в общем-то, могли обсуждать, и в итоге пришли к тому, нам были изготовлены индивидуальные и размеры, и формы, и даже изображения. Вот то, что вы видите, тут вот гербы есть, да, такие вот украшения цветовые. Они обсуждались, и, скажем так, по количеству даже нанесенной краски. Да? То есть мы ездили, приезжали в организацию, нам сделали один вариант, нам не понравилось, нам показалось очень много там цвета. Вот, мы просили сделать это более тонкими какими-то мазками, так только обозначить как бы контуры. И, в общем-то, это получилось, нам пошли навстречу, нам это сделали. Но опять же повторю, что делали все индивидуально, по размерам, все ребята замеряли. И какие-то формы, то есть если, допустим, есть типовые решения, то нам пошли навстречу и взяли из каких-то там других конструкций, могли включить в наш камин. Также хочется отметить, вот, мне кажется, это такой значительный плюс для тех, кто, может быть, планирует такое же решение в своем доме. Мы нам монтировали эти изразцы монтажники, которые работали, в принципе, у нас в доме. Это, в общем-то, обычные квалификации люди, то есть не какие-то спецобученные, да, но тем не менее компания Керамика Декор предоставила технологическую карту, рассказала, как, чего, ребята проконсультировали наших монтажников, и те, в общем-то, вот даже так вот по удаленке смогли разобраться и смонтировать самостоятельно весь камин. Вот, это, мне кажется, очень важный момент. Также хочется сказать, что сейчас уже прошло, наверное, год, может быть, два, точно не помню, но вот уже есть опыт использования камина. В принципе, очень функционально, то есть если там какая-то там уголек попадает, да, то, в общем-то, это не портит, не вредит поверхность керамики, это можно и там протереть и так далее, то есть, в общем-то, проблем нету. Мы переживали вот за швы, да, что швы у нас, они цементным, вяжущим, в общем-то, и что они будут пачкаться, будут темные там и так далее. Но опять-таки повторю, это может быть и будет как-то когда-то там, но вот сейчас уже прошло больше года, может быть даже больше двух. Вот швы эти также по-прежнему светлые. Вот, то есть, в общем-то, с этим сложностей нет. Может быть, нюанс кому-то это пригодится, но у нас основа вот у камина, она не кирпичная, то есть это легкая конструкция, это, ну, может быть, специальный, там, я точно не помню, но, может, какой-то специальный гипсокартон, да, то есть, по сути, такой огнеупорный, но это не жесткая конструкция, там, кирпич, такой вот фундаментальная. Вот, и тем не менее, вот, даже на такие вот облегченные конструкции получилось смонтировать изразцы, вот, и, в общем-то, как уже показывает практика, со временем, в общем-то, держится, работает, и в этом сложности нет. Ну, в целом, очень рады, довольны, причем все члены семьи, в общем-то, довольны, и гостям нашим нравится. Вот, спасибо компании вот, и за индивидуальный подход, и, в общем-то, и по цене. Мы обсуждали, и, в общем-то, были довольны, я надеюсь, и не только мы, но и компания, в общем-то. Вот, в целом, очень довольны и рады. Спасибо большое.